Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева, вы на моем YouTube-канале. И в этом видео я хотела бы ответить на один вопрос, который нередко задают нам с мужем знакомые и подписчики, о том, как мы чувствуем себя в Америке с приходом Трампа и собираемся ли мы отсюда уехать. Вот, и на фоне всего этого меня разрывает двумя чувствами. Первое чувство – это чувство отвращения к стране, в которой я живу, и к тому, что в ней происходит. И это знакомое мне чувство, потому что в 2014 году, ну и до 2014 года, наверное, в меньшей степени, но тоже я испытывала отвращение к стране, в которой я тогда жила, к России. Отличие, мне кажется, сейчас в том, что мое чувство отвращения распространяется немножко на весь мир, потому что мне кажется, что то, что происходит в Америке, оно не может не отложить своего эффекта на весь мир, просто потому что это первая экономика. Это с одной стороны. Второе чувство – это чувство ответственности. И в начале 2015 года, ну, собственно, после вторжения в Украину первого в 2014 году, мы с Юрой уехали из России, потому что нам просто невыносимо было там находиться. И мы не думали, что начнется в какой-то момент полномасштабная война в Украине, это стало для нас шоком, но мы тогда четко осознавали, что все, что происходит в России, идет к очень-очень трагичному завершению. Ну, то есть развертываются просто какие-то механизмы, которые будут очень-очень сложно сворачивать. То есть негативные изменения, они всегда намного более быстрые, чем восстановление и позитивные изменения. Да? И все дальше страна движется просто к какой-то точке невозврата, которая закончится чем-то очень-очень плохим. И у нас было такое чувство, и мы уехали. Мы могли бы остаться, и мы могли бы что-то пытаться сделать. Но мы уехали. И миллионы людей, точно так же, как мы, ничего не делали, понимая, что происходит что-то ужасное. Люди либо уезжали, как мы, либо оставались и ничего не делали. И я чувствую личную ответственность. Я чувствую личную ответственность за то, что я понимала, что происходит, и ничего с этим не сделала. И когда началась война в Украине, я почувствовала это в полной мере. И сейчас, находясь в Америке, с одной стороны, у меня возникает желание просто свалить отсюда к чертовой бабушке, уехать куда-то, где этого нет. Но, с другой стороны, мне не хочется поступать так же, как мы поступили уже один раз в России. Более того, есть ощущение, что мы находимся в первой экономике мира. И сложно понять, куда отсюда можно уехать, так, чтобы тебя ничего не трогало. Ну, возможно, Австралия, Новая Зеландия – неплохой вариант. Вот. И поэтому мы остаемся здесь. Мы не супер идейные в этом плане, ни я, ни Юра. То есть мы остаемся здесь, и мы стараемся делать что-то, что позволяет нам сохранять хоть какие-то остатки ментального здоровья. То есть как-то сопротивляться. Ну вот, например, тот факт, что я вступила вот в эту группу West Seattle Indivisible и в подгруппу, которая занимается
вопросом иммиграции. Это один из моих способов справляться. Но при этом, да, я говорю, мы не настолько идейные, чтобы там, я не знаю, когда речь дойдет до нашей личной безопасности, что мы готовы там за свои убеждения сесть в тюрьму. Нет. То есть у меня есть пределы того, насколько далеко я готова бороться и что-то делать. Если зайдет речь о личной безопасности, мы уедем отсюда. Вот. Но в ближайшие годы мы здесь. Но я говорю, я делаю то сейчас, что позволяет мне сохранять менталку. Как-то стараюсь принимать участие в политике, участвовать в этих группах, ходить на протесты. 5 апреля, кстати, во многих городах уже объявлен протест против очень большого скопа того, что происходит. Я прикреплю здесь картинку, что против конкретно чего будет этот протест. Он уже объявлен во многих больших городах по всей стране. В Сиэтле еще не объявлен, но я уверена, что он скоро будет объявлен. Вот мы собираемся выйти на этот протест. У меня много терапии. У меня сейчас есть личная терапия, парная терапия, групповая терапия. Вот, все это меня как-то поддерживает. А еще я взахлеб читаю Ирвина Ялома про экзистенциальную философию и психотерапию. Я, кстати, начала очень много читать последние месяцы. Я столько не читала, я не знаю. Мне кажется, подросткового возраста. У меня был какой-то период, когда я прям взахлеб читала книги. Да, но он давно прошел. Сейчас вот я читаю стабильно, наверное, по 4 книги в месяц, по 3-4 книги в месяц, и это очень много для меня. То есть я до этого читала месяц, несколько месяцев я могла читать одну книгу, потому что мне все время хочется посмотреть какие-то подкасты, там, политический контент, еще что-то. Вот, я не смотрю политический контент сейчас намеренно, потому что все-таки у меня есть какие-то лимиты по количеству новой информации в единицу времени, а информации просто какое-то безумное количество сейчас генерится. Я стараюсь получать новости из приложения, которое называется Five Calls, которое рассказывает вам, что произошло, и предлагает вам позвонить своему конгрессмену, и предлагает вам примерный текст того, что можно потребовать от своего конгрессмена по этому поводу. То есть это мне дает хоть какое-то ощущение, что я не просто думскроллю, и что у меня нет вообще никакой возможности на это повлиять. Это приложение мне дает возможность, с одной стороны, узнать, что происходит, с другой стороны, как бы одновременно сделать какое-то минимальное действие, позвонить конгрессмену. Думаю ли я, что это внесет какую-то значительную лепту? Нет. Но я думаю, что когда много людей это делают, наверное, да. Но это тоже момент, который позволяет мне сохранять мою кукуху. Вот. Еще тут такая прям... Это то, что мне, как сказать, heartwarming. То, что меня действительно прям очень поддерживает. Я начала работать с немецкой некоммерческой организацией, которая называется Teachers for Ukrainian Kids. Я начала преподавать детишкам математику. Это организация, которая предоставляет всевозможные различные курсы для детей, академические и неакадемические. Я знаю, что у них есть рисование, например, да. И при этом они очень классно подходят к учебному процессу. С одной стороны, они очень сфокусированы именно на поддержке детей, на их ментальном здоровье, на том, как помочь им справляться со стрессом, потому что одни дети находятся в Украине, и понятно, что они переживают травму ежедневно, потому что они слышат сирены, потому что периодически что-то прилетает рядом с ними и прочее.
а другие дети находятся за рубежом, там большинство детей в Европе, и многие из них продолжают учиться в 2 школах до сих пор. То есть они учатся, допустим, там дети в Германии, они учатся в немецкой школе, но они продолжают учиться и в украинской школе, потому что программы немножко разные, и их родители думают, что они, возможно, там в какой-то момент вернутся. И поэтому у этих детей просто какая-то нереальная нагрузка с точки зрения, что она, ну, не в 2 раза больше, возможно, там есть что-то общее, что они проходят, но она значительно больше, чем просто у обычных детей. И вот, собственно, эти курсы помогают детям справляться и ментально, и академически. Они экспериментируют с разными форматами, например, там у них есть рисование на английском, да, то есть они одновременно учат английский язык и рисуют. Ну, вот такие вещи, которые, с одной стороны, приятны для детей, помогают им прийти туда и расслабиться, с другой стороны, поддерживают их. И я вот, собственно, начала там вести курс по тригонометрии для подростков, для маленькой группы, нас 5 человек. Вот. И эти детишки, конечно, меня очень сильно поддерживают, мне кажется, потому что я вижу, как они стараются, я вижу, как они увлечены. Мне хочется самой придумывать для них что-то такое интерактивное. Мы не сдаем домашних заданий, да, то есть мы фокусируемся на том, что максимально работать на уроке, дети включены. И да, я, наверное, рассказывала до этого, что я преподавала до этого подросткам, я обожаю работать с подростками. Вот. И это вот, наверное, прям такой хайлайт моей недели обычно. Раз в неделю мы с ними встречаемся. Вот. Такое видео. Ну, что я могу сказать напоследок? Для меня это необычный формат. Я уже писала в Телеграме о том, что мне очень сложно, и мне очень не по себе выходить публично своими вот такими очень непроработанными еще эмоциями, очень свежими. Потому что я люблю рассказывать о своем опыте, о своих ошибках и выводах, которых я из них сделала, потому что мне кажется, что это то, что действительно может помочь другим не сделать таких ошибок или найти пути решения. Сейчас у меня нету выводов. Я не знаю, что сказать хорошего в этой ситуации. Я знаю только то, что работает для меня, и для меня сейчас работает просто переключение фокуса. Переключение фокуса на то, что несмотря на весь пиздец, который происходит, мы лично с Юрой в порядке, да, и есть огромное количество людей, которым сейчас хреново, да, то есть мне хреново психологически, а им хреново материально, да, или физически, или еще что-то. И я могу им помочь. И, наверное, это то, что наполняет мою жизнь смыслом. Потому что смысла в этой жизни другого я пока для себя не нашла. Знаете, такая совсем темная вещь. В своем подростковом возрасте, почему я люблю работать с подростками, потому что я знаю, что людям в этот период жизни очень нужна поддержка. И я знаю, через что я проходила, мой подростковый период был очень жестким. И мне бы не помешал в тот момент взрослый человек, который бы понимал, что со мной происходит, и который готов был бы побыть со мной в этом. И я знаю, что я могу поддержать подростков. Я знаю, что я понимаю, что с ними происходит. И пока что я не встретила ни одного из своих учеников, кому бы было
у кого бы был такой же, настолько же жесткий подростковый период, как был у меня. Вот. Понятно, что я как учитель, я не вижу всего, да. Но вот так как бы те проявления, с которыми я сталкиваюсь, подросткового поведения, там, протестного поведения и так далее, я знаю, что я могу с ними справляться, потому что это даже не близко с теми проявлениями, которые были у меня. Вот. Ну и, собственно, в своем подростковом периоде, довольно продолжительно, несколько лет, я занималась селф-хармом, я резала себя. И как-то раз, лет в 15, наверное, я случайно порезала себя слишком сильно. И у меня было очень много крови. И в тот момент я очень сильно испугалась, мне показалось, что я действительно могу умереть. Я была тогда одна в квартире, и это был прям какой-то животный ужас, да. Хотя мне было очень хреново, и я думала, что там как бы вот в тот момент быть мне не хотелось, именно поэтому я резала себя, да. Но когда я вот поняла, что я действительно могу умереть, во мне поднялось, я говорю, прям как будто это какое-то древнее чувство, абсолютно как сила природы какая-то. Я поняла, что я с ним вообще не могу ничего поделать. Какое-то рептильное, прям такое эволюционная сила, вот этот инстинкт самосохранения и ужас от возможной смерти. И в тот момент я поняла, что, суицид для меня не выход. Я не смогу этого сделать. Я не знаю, что должно произойти в моей жизни, чтобы я смогла это сделать. И в тот момент я поняла, что да, я не могу ничего с этим сделать, мне нужно выживать, мне нужно приспосабливаться, мне нужно искать смысл, мне нужно искать силы. Вот. На этом я, наверное, закончу. В Телеграме я пишу, наверное, больше о своих чувствах, чем на Ютубе. Так что, кому интересно, переходите. А сейчас я официально открываю сезон нытья в комментариях. Делитесь своей болью, делитесь тем, что вы чувствуете. Не бойтесь это делать. Нам становится немножко лучше, когда мы проговариваем то, как нам хреново. Вот. Я буду рада, если это видео кому-то поддержит или, по крайней мере, даст вам ощущение, что вы не одиноки, если вам хреново. Вот. Пишите в комментариях. Я лично с удовольствием всех поддержу. Вот. Если вам нравится, подписывайтесь на мой канал. В нем мы обычно говорим про поиск работы и миграции. И, наверное, я все еще буду об этом говорить, потому что работа — это важно. Люди, у которых нет финансовой стабильности, им очень сложно. Я сама была в этой ситуации, я не хочу там оказаться снова. И я знаю, что я могу помочь людям с этим справиться. И поэтому я буду продолжать это делать. Но, возможно, на этом канале будут и такие видео. Такого формата, наверное, еще больше в наших с Юрой сказках для крипов. Вот. Но там есть мат, предупреждаю. На этом все. Спасибо большое за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока.